привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Я хотел бы сегодня с вами поговорить о алхимии. Вообще, собственно, для чего она есть, и, как говорится, стоит ли она, по крайней мере, на начале с ней что-то взаимодействовать. Собственно, присутствует алхимия вот такие вот поушины. Если переводить на русский язык, зелье лечения плюс зелье скорости, или зелье лечения с повышением уровня, или зелье лечения с зельем увеличения энергии, это получится зелье дополнительного исцеления. Кстати говоря, поушины можно использовать разбавленные, потому что в конце вам в любом случае дадут разбавленный поушин. Зелье дополнительного лечения с зельем повышения уровня, как зелье лечения, как зельем увеличения энергии, это будет зелье полного исцеления. Но они опять же разбавлены, то есть у них эффект будет слабее, чем у обычных поушенов. Тем самым они могут вам, конечно, и вас вылечить, но они будут слабее. Раза в 2, наверное, слабее. То есть, грубо говоря, скорее всего, на 50%. Также присутствует, это по сути самые простые зелья, у меня подписано, что алхимия простые зелья. Также присутствуют сложные зелья, но опять же, там эффект такой же. Собственно, зелье фруктового сока, если его соединить с повышением уровня, либо с увеличением энергии, получится зелье видеть невидимое. Неплохо, но в большинстве случаев я не использую алхимию, поэтому сложно сказать, хорошая ли эта вещь или нет. Я, по крайней мере, столкнулся еще с таким этапом, когда мне понадобилась именно алхимия. Зелье фруктового сока с зельем просветления либо зельем скорости – это зелье выпивки. Зелье выпивки может помочь, если вам нужна конфузия, собственно, чтобы просто быть более комфортно себя чувствовать. Зелье выпивки с зельем просвещения – это зелье замешательства. Собственно, зелье замешательства, по сути, то же самое. То есть вы как бы в конфузии гуляете, все туда-сюда. Полезно. По сути говоря, бесполезная вещь, потому что есть альтернативный способ замешательства, поэтому делать из них зелье выпивки и зелье просвещения. Зелье просвещения, оно вообще, по сути, самое полезное считается из всех зелий, потому что благодаря ему вы будете знать, что у вас за статы и так далее. А вот зелье выпивки, они, на мой взгляд, сомнительные зелья. Зелье выпивки с зельем повышения уровня, либо с зельем увеличения энергии, это зелье галлюцинаций. Галлюцинация это вообще сомнительное зелье, честно говоря. Что вообще, собственно, из себя представляет галлюцинация? Вы будете видеть мир не таким, какой он есть на самом деле. То есть вы будете видеть, что там, не знаю, рядом с вами огромное чудище стоит, а на самом деле рядом с вами, не знаю, маленький жучок стоит, то из себя ничего толком не представляет. Либо наоборот. Будете видеть огромное чудище, которое там на самом деле перед вами стоит, а из-за галлюцинации это будет всего лишь маленький жучок. Вы не будете его бояться, а на самом деле, что нужно его было бы бояться. Поэтому галлюцинации сомнительные. Болезни, зелье фруктового сока и зелье болезни. Честно говоря, скажем так, рецепт сомнительный, но все же зелье болезни, оно в большинстве случаев вам, как бы без названия, я думаю, понятно, что должна кидать болезнь. Болезнь, она по своей сути минус статы вам дает. Я думаю, скорее всего, какая-нибудь выносливость падает, но я точно не знаю, не могу вам сказать. Зелье лечения, дополнительное исцеление и полное исцеление, плюс зелье галлюцинации, слепоты или замешательства – это зелье воды. Это, по сути, зелье лечения, они выходят как нейтрализатор зелья галлюцинации, слепоты и замешательства. Для этого лучше использовать рог единорога. Получается зелье воды. Опять же, зелье лечения, дополнительное исцеление, полное исцеление, плюс зелье болезни, это получается зелье фруктового сока. Тот же самый принцип, лучше использовать рог единорога, потому что не зелье. Почему? Потому что, фруктовый сок, да, если вы там, не знаю, не едите, скажем, чисто пьете фруктовый сок, да, для вас это может быть и актуально, а так, по сути говоря, не особо. Также присутствуют сложные рецепты, не всегда дают одинаковый результат. Зелье замешательства плюс повышение уровня
также усиление энергии. Это либо зелье выпивки, либо зелье просвещения, либо алхимический взрыв. Ну, сложно сказать, насколько она эффективна. Но если верить этим статистикам, конечно, они классные. Особенно зелье просвещения, зелье левитации, это зелье повышения уровня, либо случайный результат алхимии, либо алхимический взрыв. Особенно зелье повышения уровня, если получаете, это вообще шикарно. Либо наоборот зелье просвещения. Вот, по алхимии мы, собственно, закончили. Возвращаемся к нашему персонажу. У нас получается 13 уровень, мужчина, человек, турист. Вероисповедание нейтрал. В данный момент мы находимся на 18 этаже. У нас прошли 56 тысяч ходов. У нас 59 тысяч опыта. И армор класс минус 15. Автоподбор золота. Такие вот статы. Экипирован у нас в данный момент короткий меч команды Enhance какой-то. Ну, я ее называю Enchant, мне так проще сориентироваться. В общем и целом, она по-другому, конечно, читается. Вы можете посмотреть ваши скиллы, которые у вас присутствуют, собственно, что у вас прокачано, что не прокачано, в чем вы можете разбираться, в чем нет. В нашем случае мы разбираемся хорошо в даггерах и, собственно, в дротиках. Также у нас присутствуют короткие мечи. Также у нас, грубо говоря, на уровне повышения уже стоит Divination, так называемое предсказание. Эффективная вещь, помогает, особенно высокий ее уровень, очень сильно помогает познавать вещи, если вы найдете свиток и книгу идентификации. То есть вы можете самостоятельно каждую вещь опознавать в виде ее статуса. Очень полезно на высоких уровнях, чтобы не бегать постоянно до торговца, а просто постоял где-нибудь там в уголочке. Идентифицировал то, что необходимо. Собственно, мы находимся в комнате статуй. В прошлых сериях мы убили кокатрисов в большом количестве. У нас также нам выдали 6-й свиток земли, но не знаю, что это за свитки. У нас 3 свитка 6-го уровня, поэтому неизвестно, что они себя представляют. На 6-м уровне, собственно, у нас в общем и целом лучше всего свитки опознавать через этот. У нас, где присутствует магия. Вот, кстати говоря, о чем я говорил на одном из этих. Собственно, вот видите, под надписью Invisible написано Gone, так называемая надпись. Она, собственно, это говорит о том, что вы не сможете кастовать текущее заклинание, потому что вы его забыли. Тем самым это, по сути говоря, в дополнение к этим, к магическому маркеру, вот, собственно, очень полезно, если вы кастанете заклинание на себя, забыв, которое вы забыли, в нашем случае это Invisible, первое заклинание, которое в строчке идет, вы, скорее всего, получите конфузию, но, во-первых, вам должно хватить магии, это учитывая, что заклинание 4-го уровня, то есть оно, и, соответственно, и требует 20 единиц магии. Как узнать, сколько магии требует какое конкретное заклинание? Очень просто, вам нужно дать просто элементарную таблицу умножения. Первый уровень заклинания требует 5 магии, второй 10, третий 15 и так далее. Собственно, 4-й требует 20 единиц магии, поэтому вы примерно плюс-минус его знаете. У нас тут достаточно серьезные заклинания. Кстати говоря, свет у нас есть на заклинании, поэтому мы можем, в принципе, не особо заморачиваться. Вот опять же, на 6-м уровне тут присутствует создание фамильяров, креат фамильяр. Но ежу понятно, что эта школа нам не нужна, тем более заклинание 6-го уровня, это прямо слишком уж высокое заклинание. И если не ошибаюсь, смотрим.
Да, видите, то есть наш персонаж не умеет, не знает, грубо говоря, школу клериков, так поэтому нам нет смысла вообще его даже опознавать, как и всех клериков в целом. Чтобы, собственно, посмотреть его заклинания, это большая кнопка Z. Вот опять же, мы свет, в принципе, можем и так юзать, потому что у нас... Да, тут написано шанс фейла, но нам нужно будет снять броню и снять щит, чтобы кастануть магию. У нас также присутствует заклинание фейлинга. Чтобы снять болезнь. Но опять же, она 3-й уровень, не факт, что нам будет кастануть ее с первого раза. Собственно, мы, как я и говорил, чтобы вы имели представление о том, мы антрапаем дверь через команду антрап. Ну, у меня забинжена на кнопку, кстати, тут Кокатрис еще живой есть. Убиваем Кокатриса, главное, чтобы наш питомец не стал их есть. Куда он делся? Был Кокатрис и убежал куда-то. А, он убежал наверх. Собственно, труп Кокатриса, он нам не нужен. Самурай-дюх. Да. Ну, это те персонажи, которыми я играл, поэтому тут их почему-то статуи стоят. Почему именно Дюх? Потому что второй персонаж зовут именно Дюх. И он, наверное, единственный, кто доходил до... Ну... Мы открыли дверь, собственно, начинаем прозванивать местность. Нам ее не дают, конечно же, прозвонить. Мы прозваниваем этажи, я уверен. Вот видите, то есть о чем речь. Нажимаем идентификацию ловушки. Это левел телепорт даже, то есть она еще хуже. То есть мы, если на нее наступим, мы, скорее всего, улетим куда-то далеко-далеко отсюда. То есть, ну, в большинстве случаев текущие локации, ну, они, получается, вас телепортируют куда-то. Повезет, если вас телепортируют по левелу куда-то. Не повезет, если вас куда-то телепортируют вообще там высоко и далеко. То есть вы будете очень долго бежать. Это нимфа. Вопрос, спящая ли она? Вот это вот хороший вопрос. Да, нимфа спящая. То есть мы двигаемся, она на нас не реагирует. Это очень хорошо. Мы можем попытаться нимфу дистанционно убить, либо... Получается, команду Fight нажимаем и нажимаем в сторону нимфы. Мы начали кидать даггеры и убили нимфу. Но нам она дала скролл телепортации. Если бы она проснулась, она бы, скорее всего, начала бы юзать этот скролл телепортации, а так у нас получилось забрать его. Ну, мы, кстати говоря, сумку нашу где-то оставили. Забираем сумку обратно. Мы теперь перегружены, но у нас теперь еще плюс 1 скролл телепортации. Важно драться не перегруженным. То есть деритесь, особенно на начале, если у вас нет дополнительной скорости, у вас прямо очень сильно будет это решать. Поэтому деритесь именно не перегруженным персонажем. Потому что если ваш персонаж будет очень сильно перегружен, это будет очень плохо. Деритесь именно не перегруженным персонажем. То есть вот надпись Бурденет, которая у меня присутствует под левелом 18. Эта надпись означает о том, что вы слегка перегружены. То есть вам нужно... Это, собственно, желатиновый кубик. Ну, по крайней мере, я не нашел его опасности, не увидел. Может, конечно, я потом разгляжу его опасность. Желатиновый кубик, насколько мне известно, кушать можно, потому что, ну, я не нашел его негативного свойства, но он единственный кислотный, причем достаточно сильный кислотный, потому что там написано very acid было.
фигурка Балюшитериум. Если я не ошибаюсь, это достаточно серьезный противник. Это этот. Она очень тяжелая, скорее всего, эта фигурка. Нет, фигурка нормальная. Гигантский муравей. Но он, собственно, муравей-солдат. Чтобы вы имели представление, я нажму на солдатанта. Собственно, где я вообще? Так, что-то у меня все подвисло. Ага. Нажимаю на стеноскоп. Мы смотрим левел солдата 4, 2 хп и 3 армор класс. Но он очень часто бьет, поэтому с ним надо драться. 19 хп это не так много, но все же. Когда вы с ним первый раз встретитесь, по крайней мере я с ним первый раз встречался, он меня просто... Они ходят, имеют свойство ходить толпой. Из-за этого они такие мерзкие. То есть если вы встретили одного, в большинстве случаев вы встретите еще каких-нибудь муравьев. Вот это вот существо, оно имеет свойство привязывать к месту. Но он, видите, он отступает. Когда мобы, когда ранены, они имеют свойство отступать. Причем это очень сильно бесит из-за того, что они отступают. Я их убил. Из-за того, что они отступают, вы не можете их элементарно добить. Мы нашли еще одну палочку. Это палочка огня. Ну, по огню сказать могу, что хорошая палочка помогает. Хорошая, говорю, палочка помогает. Сейчас я уточню, что это за, собственно, существо такое. В переводчике забью ее. Если я не ошибаюсь, это этот Бармаглот. То есть это крайне сильное существо, но проблема в том, что Териум. Так, сейчас мы его скопируем. Сейчас я вам про него сразу и расскажу, чтобы... Сейчас я момент забью в интернете его. Сейчас зайду на сайт Вики. Ну, я, правда, вам это не покажу, но все же можете мне потом посмотреть сами, либо поверить на слово, что это существо будет. Это существо 15 уровня. Четвероногое, травоядное. Сильно поздно, не имеет рук, обычно генерируется враждебно. Генерация, стратегия, источник. Его зовут Балуцитерий. Обычно представляют некоторую угрозу своей силы. Они также быстры, как и неторопливый игрок. Однако к тому времени, когда вы сталкиваетесь с ним, у вас должен быть источник скорости, хороший урон и способ использовать отсутствие у них монстров и иными способами держать их на расстоянии. Для хорошо подготовленного персонажа с отдельным Белухитериумом часто можно легко справиться. И они, как правило, представляют угрозу в компании больших особых опасных мерзостей, как свежеватели разума или минотавры. Ну, вообще достаточно больно бьет он. То есть у него урон 5-20. Причем он бьет, грубо говоря, дважды так. Но фишка в том, что мы, во-первых, не знаем, что это за фигура, какого вероисповедания.
Как вы помните из ранних моих серий, когда мы проходили, важно знать цвет этой фигурки. Почему? Потому что мы это существо, которое... Я, честно, название уже забыл. Так, как же он там еще раз назывался? Белихутерий, вот. Вот это существо, если вы помните, мы так приручали кентавра. В одной из ранних серий. Для этого нам нужно просто использовать, его нужно благословить, во-первых, саму фигурку, и юзануть ее рядом с собой. Использовать фигурку, и чтобы она рядом с нами, грубо говоря, осталась. Ищем переход на следующий уровень, собственно. Видим то, что рядом с нами присутствует. Смотрим на стеноскоп через команду Apple и смотрим. Это получается кошка 6 уровня, 36 хп, 5 армор класс. Но она, в принципе, для нас нейтральная должна быть. Но она, видите, она нас агрессирует почему-то. Смотрим нашего питомца, собственно, нашу собачку, что она из себя представляет. О, точная копия, вы не поверите. Но учитывая то, что у нее армор класс 5, собственно, у нашей собачки, а у кошки, если не ошибаюсь, армор класс тоже 5. Собственно, они два одинаковых. Ну а зачем нам, собственно, два одинаковых? Пускай они с друг другом подерутся. Они, правда, нас бьют, но нам это не критично. Кошка нас не должна убить. Кошка погибла, а наш питомец, собственно, справился. 27 хп у него осталось из 39. Пробежимся на следующий уровень. Смотрим, у нас тут кто? Если не ошибаюсь, гном-волшебник. Сейчас посмотрим через стеноскоп. Гном-визар, да, нейтральное вероисповедание, 4 левел, 25 хп, армор класс 4. Ждем, пропускаем один ход. Он кастует на себя магию. Скорее всего, это щит. Теперь он на меня проклятие еще кастовал какое-то, судя по всему. Нежить в любом случае стоит убивать, потому что нежить всегда к нам враждебна. И гном-визард кастанул на себя скорость. Но мы видим невидимку. То есть, получается, мы не видим невидимое, потому что мы... это квантовый механик. Ух, нифига себе. Квантовый механик в одной из прошлых серий, я с ним встречался уже. Достаточно серьезный противник. Он скорее противный, не серьезный, потому что, армор класс, конечно, 3 это не слабо. Вот видите, то есть этот квантовый механик нас будет телепортировать постоянно. У меня нет контроля телепортации, из-за этого он нас постоянно будет телепортировать. Он нас постоянно будет телепортировать. Квантового механика есть можно. Если не ошибаюсь, он дает внутреннюю скорость. Сейчас мы узнаем точно. Призовем нашего питомца и отойдем, и пускай он скушает его. Кушай его, пес, что ж ты такой тупой? Ну, вы сами все видите, он кушать не хочет. Он, не хочешь, не надо. Поднимаем нашу сумку. Эльфийские зомби. Ничем особо сильным они не выделяются. Самый страшный, я же говорил, из зомби это этот Йетин. Это гигантский этот зомби, который вам просто всю броню может снять. Очень больно бьющий, зараза.
Ну, броню он с вас снять не может, он просто, как обычный зомби, бьет по вашему хп. Это этот Рок Пирс, ну, собственно, не самый ланчбокс, кстати говоря. Да-да-да. Ланчбокс по прозванием команды Антрап его. Раз 3-4. Последнее время я тут понял, что нам просто команды Антрап не хватает. Пробуем посмотреть на закрытость его. Он открытый и он пустой. Также мы можем покастовать магию. Для этого нам нужно снять армор и щит. И скастануть заклинание. У нас заклинание света присутствует. Мы можем его кастануть и тем самым посмотреть, что у нас присутствует на текущем уровне. Включили свет, одели на себя щит, сняли плащ, одели доспех. И одели обратно плащ. Убираем монеты. Убираем монеты. Одеваем повязку на глаза. Видим то, что к нам, собственно, кто тут у нас присутствует. Какой-то моб, но он для нас нейтрален. Пиасифул, так называемый. Маг Харабдзе. Не знаю, что здесь что. Но факт в том, что он для нас нейтрален, поэтому мы его атаковать не будем. Также к нам ползет вампир Бат. Вампир Бат крайне опасный моб. Он может кастовать магию понижения уровня на вас. Точнее, но не понижение, это получается как временное. То есть вы будете терять уровень. Они так называемые высасыватели уровня. Чтобы защититься от этого высасывания уровня, нужно использовать этот оружие соответствующее. Солдаты, они всегда агрессивные. Мы, кстати говоря, вот этих солдат в большом количестве будем встречать на уровне квеста. Видим какие-то ботинки, подберем их. Видим Clear Potion, также присутствует, собственно, вода. Что за вода, пока нам не ясно, а что за ботинки, пока тоже. Собственно, уберем эти два предмета, чтобы они нам не мешали. Ботинки стоит сначала, во-первых, полярность их узнать. Двигаемся дальше, видим палочку. Monster Detection. У нас перегрузка. И палочка копания. У нас перегрузка идет очень сильная. Из-за того, что, ну, у нас нету собственно, как он называется, у нас нету сумки хранения, и из-за этого у нас очень сильная перегрузка идет. Поэтому я думаю, мы сейчас просто возвращаемся, потому что с перегрузкой ходить сомнительное удовольствие, но нам, да, мы еще не можем уйти. Сейчас перекусим тогда. Нет, нам это не помогло сбросить. Мы меч подняли зачем-то. Ну ни хрена себе. У нас просто очень сильная перегрузка. Если мы сейчас... Мы возвращаемся на уровень квеста. Почему именно сейчас? Потому что у нас хреново тонна с собой вещей. Нам просто бы их выложить. Большую часть. Чем мы не пользуемся, по крайней мере. И, глядишь, фигурку еще бафнем. Плюс протаскиваем с собой наше животное через магический свисток, но оно что-то нас игнорирует. Для этого нужно использовать магический и благословленную версию, чтобы она нас не игнорировала.
нам всякие домашние животные мешают двигаться. Из-за этого мы очень медленно ходим. Потому что постоянно приходится прожимать. Это, собственно, примитивная эра. Локация, где мобы не оставляют свои трупы. Очень полезно в борьбе с троллями. Это, собственно, голем подвязочный. Он имеет свойство вас привязывать к месту, и тем самым вы от него не убежите. Ну, можно прожать Элберет. Нам добавили мудрость. У нас теперь 13 единиц мудрости. Спасибо нашему божеству. Призываем наше животное к себе поближе. Можно как вариант посмотреть полярность фигурки, которая у нас присутствует в наличии в данный момент. Она не проклятая, но нам нужно ее благословить будет. Для того, чтобы мы Йети, как вы видите, ну, средний бьет. При поедании Йети вы сопротивление к холоду можете получить. Очень полезно для нашего питомца будет. Волки имеют свойство ходить толпой, поэтому стоит быть готовым к тому, что он будет не один. Конфузия, она должна быть временная. По нам кто-то кидается. Это был дварф. И он тут в эльфийских ботинках ходит. Какой-то смешной дварф. Убираем монеты в сумку в нашу, чтобы они просто не мешались. Ну и, кстати говоря, он еще и поушен оставил. Как хорошо. Просто шикарно. Убираем поушен в нашу сумку. Почему в сумку, а не снаружи инвентаря? Потому что вам в большинстве случаев будет... мобы имеют свойство атаковать вас. И будь у вас даже защита от этого, вам не поможет это. Так, ясно. Это вампирская форма, ее надо побыстрее убить. Почему побыстрее? Потому что вампиры имеют свойство высасывать из вас уровни. Очень мерзкие существа. Имеют свойство высасывать уровни, и тем самым вы будете откровенно без одного уровня. То есть вы потеряете опыт. Уберем пока фигурку в сумку, тут же в сундук. Также нужно посмотреть, что у нас вообще в целом присутствует. Нам бы облегчить свою сумку. У нас очень много всяких предметов. Для этого нам нужно, во-первых, дропнуть. Мы ее уже дропнули. И перекладываем из предметы. Все дублирующие. Убираем их в наш чемодан. Так называемый сундучок. Палочку сна убираем, палочки удара убираем, оставим магические стрелы. Телепортацию дублирующую убираем. Электричество оставим, свет оставим. Огонь убираем, магический низ. Копание убираем, дублирующие. Магический мисс, у нас их 2, поэтому мы их оставим.
Посмотрим, что мы еще можем. У нас ботинки еще какие-то есть. Эльфийские ботинки. Эльфийские ботинки как вариант выложить. Вот эти вот Jackal Boots. Посмотреть, что они себя представляют. Нам нужно сейчас будет пробежаться, позвонить сумку нашу. Что у нас, собственно, по инвентарю вообще в целом будет. Эльфийские ботинки мы выкладываем, потому что мы их не найдем наверняка. А вторые ботинки, которые у нас присутствуют, мы сейчас вместе с нашей сумкой мы пробежимся до алтаря, либо до сумки, либо до просто... Ну, в нашем случае это храмовый алтарь. В этом вопросе нам, конечно, везет. Прозваниваем ботинки, это не проклятые ботинки, их как вариант можно попробовать одеть. Мы одели ботинки, но ничего не изменилось. Эти ботинки дали нам плюс 1 армор класс. Еще раз. Да, это эти. Это высокие ботинки, если не ошибаюсь. То есть они, ну, сомнительные. Их можно подписать как эти, как кожаные ботинки. Блин, как же надо прописывается. Вот, как кожаные ботинки. Ну, факт в том, что они прописываем их как кожаные ботинки. Еще раз. Все прописали. Ботинки нам эти не нужны, потому что Escape все-таки нам эффективнее будет. Поэтому эти ботинки мы просто выкинем в нашу сумку. Также нам нужно будет вытащить предметы из нашей сумки и прозвонить их полярности. Монеты нам стоит выложить. Мы так до сих пор ни одного алтаря не нашли. Вытащить, собственно, кроме Скар Монстра. Потому что Скар Монстр, он сразу разрушится. Blessing Potion тоже нет смысла вытаскивать, как и наш персонаж опять же проголодался. Ну, нравится ему голодать, видимо. Дропаем, собственно, свитки. Кроме телепортации, потому что мы не знаем, это активные карты, которые мы тоже знаем. Также дропаем все поушены, чтобы узнать их полярность. Положили все на алтарь. Собственно, у нас full potion проклятый, что очень плохо. И все остальное нет. Убираем, получается. Сейчас мы пойдем, скорее всего, смывать предметы. Телепортацию, понятно, мы оставим. Модификацию. Я думаю, мы сейчас пойдем, наверное, смоем большинство предметов. Карту мы оставим. Тут магический вниз не наберем. Смывать. Блессинг мы оставим.
возвращаемся. Мы видим этого Эмбер Халл, вроде называется. В общем, серьезное существо, которое, ну, на видите, в PSF написано. То есть для нас он, по сути говоря, нейтральный. Но он для нашего питомца, может быть, не, хотя не для питомца тоже нейтральный. Питомец также нейтральный, поэтому для нас он тоже должен быть нейтральный. Убираем армор, убираем скроллы. Армор, собственно, те ботинки. По скроллам убираем чистые свитки, идентификацию. И, собственно, вот это вот 6 уровень свитка. Благословленный свиток армора стоит оставить. Сейчас мы его прожмем. Также смотрим, где у нас прописана вода. Присутствует. Вода у нас на 10 уровне с квестом. Поэтому это хорошо. Смотрим, что мы могли бы прозвонить на предмет одежды. Собственно, мы можем бафнуть, наверное, гавайскую рубашку нашу, либо эльфийский шлем, чтобы у нас армор класс был повыше. Что касаемо Full Potion стоит оставить, потому что он в любом случае подойдет. Нам, в принципе, ничего из этого пока не нужно. Сумку можно положить здесь, чтобы лишний раз ее не таскать. Бежим на 10 уровень. У нас надпись здесь вода. Вода у нас также присутствует здесь. Бежим к воде. Также не забываем посмотреть уровень в целом на наличие мобов серьезных. Здесь вот видим плавающий глаз. Плавающий глаз можно убить в слепоте, либо с отражением. В нашем случае у нас он поушен еще один дал. Снимаем повязку с глаз, смотрим, что это за поушен. Это дополнительное исцеление. Дополнительное исцеление не стоит. Его единственная полярность стоит узнать. Дополнительное исцеление стоит оставить. Во-первых, все поушены и исцеляют ваши болезни, что очень полезно. Во-вторых, мы дропаем сейчас весь металл, который у нас присутствует. Также дропаем то, что мы не хотим смывать. Как, например, все свитки, все ненужные, получается, поушены. А все нужное мы оставляем. Собственно, мы вообще хотим просто 3 зелья смыть. Они станут непроклятыми. То есть, получается, Monster Detection, собственно, нам не нужен. Зелье болезни, 2 уровень. 3 уровень неопознанный у нас. Возможно, это вода была проклятая, но она не опозналась, тем самым мы не знаем, что это. Учитывая то, что он 3 уровень, как вариант, можно пробовать рог единорога на него юзануть. Попробуем на него рог единорога юзануть. Через команду DIP, скорее всего. Рог единорога прожимается у нас. Берем рог единорога наш и прожимаем 3 свиток. Он не отреагировал, значит, это не галлюцинации, не конфужен, если не ошибаюсь, он на 3 уровне у нас присутствует. Открываем у нас прайс идентификацию по ценам. Да, у нас конфужен и галлюцинация на 3 уровне, а это ни то, ни другое, собственно. Поэтому это, скорее всего, что-то типа Restore Ability. Либо Sleeping. Поэтому смотрим, что у нас из этого опознано в 3 уровень. Открываем Potion, общий список.
Мы видим блиднес, видим болезнь, видим неизвестную, объект, слипинг нам известен. Мы видим то, что нам пока неизвестно. Не галлюцинация. Нам галлюцинация неизвестна. Также Restorability нам неизвестен. Соответственно, тут может быть много свитков неизвестных для нас. Если, по крайней мере, все прописано правильно. Если все прописано правильно, проверяем правильность. Все телепортации, свиток Эншант Армор, даггеры, проклятые, свиток полного исцеления, благословенные зелья воды, зелья неизвестной полярности, дополнительное исцеление. Проверяем еще раз, чтобы у нас на себе металла, чтобы мы не были перегружены. Мы не перегружены металлом, мы прыгаем в воду. Смотрим, смогло ли у нас все смыться. Да, у нас все смылось. Тем самым команда дроп, potion, общий дроп, подъем. У нас 3 зелья. Поднимаем через команду Deep. Выбираем те зелья, которые мы получили. И благословленным зельем святой воды благословляем. Тем самым у нас 3 поушена. Святой воды через команду Deep. Мы убираем проклятие с Full Potion. Нам предлагают его назвать, мы отказываемся. Добавляем в быстрый слот наши даггеры обратно. Собственно, бежим на верхний уровень, на 11. Нам написали, что собака неаккуратно наступила на эльфийскую материал кольчугу. Эта надпись говорит о том, что кольчуга проклята. Тем самым для нас эта информация, по сути, не актуальна, но факт в том, что хорошо, что она присутствует, информация. Мы можем, по крайней мере, иметь представление об этом. Умбер Халка, он для нас не агрессивен, но мало того, что нейтральный, плюс он PSC Full, тем самым он нас вообще не должен трогать. Там есть дополнительное исцеление, мы посмотрим, он не проклятый, замечательно. В идеале использовать, получается, благословленные зелья дополнительного исцеления, как и полного исцеления. Если благословленный использует, там 5 и 8, собственно, дополнительного хп на постоянку к вам добавляется будет, что очень полезно. Как вариант сейчас бафнуть, попробовать этот фигурку, которую мы нашли. И убрать свитки ненужные. Например, телепортация Enchant Armor бафнуть на, например, гавайскую рубашку. Для этого нам нужно весь армор снять, кроме гавайской рубашки. И прочитать свиток Enchant Armor на гавайскую рубашку, собственно. У нас она усилилась на +1. Все же это лучше, чем 0, поэтому одеваемся обратно.
Бинты мумии мы не одеваем. Мы одеваем наш прожженный плащ, одеваем нашу шапку, одеваем наши ботинки. У нас теперь Armor Class 14, 16 точнее. Если бы мы смогли получше доспех еще бафнуть, мы бы смогли дальше двигаться получше. Но пока у нас нет такой возможности. Фигурку я хотел бафнуть. Поднимаем фигурку. Она у нас должна в тулс лежать. Берем фигурку. У нас есть поушен святой воды. Дипаем поушен святой воды и фигурку. Тем самым нам предлагают ее назвать, мы отказываемся. Убираем всю воду. И, собственно, смотрим, что эта фигурка нам дает. Для этого мы берем эту фигурку, благословленную версию, через команду Apply. Мы ее кладем. И нам говорят, что фигура трансформировалась, и ты видишь перед собой существо. Смотрим по стеноскопу. Она агрессивная для нас будет. 13 уровень. И Armor Class 5. Как вариант, можно и попробовать зачаровать, но я не думаю, что мы успеем это сделать. Я просто боюсь, нас забьют, скорее всего, мы не успеем зачаровать их. Попробуем отступить. Как вариант, попробовать его забрать все-таки. Для этого надо с себя все снять. Тяжелое имеется в виду. Попробовать прожать шарминг. Шарм у нас шанс фейла 62%, но все же есть... Нет. У нас не получилось. Надо зашармить. Я просто надеюсь, что он к нам присоединится. Нам бы такое сильное существо очень хорошо бы помогло. Но для этого нам нужно, чтобы шанс фейла у нас сработал в нашу пользу. Да! Мы его смогли зашармить. Тем самым это существо, которое мы фигуркой брали, она у нас теперь привлеченная. Одеваем наш Armor Class обратно. Берем щит, берем доспех, одеваем плащ обратно. То есть тем самым у нас теперь за нас существо 13 уровня. С Armor классом 5. Ну, Armor класс, конечно, у него посредственный, но все же ХП посредственный. Почему? Потому что у нашей собаки то же самое Armor класс, если вы могли посмотреть. Тот же самый Armor класс, только немножко меньше ХП. Но все же. По крайней мере, у нас теперь есть плюс 1 прирученный питомец, что не может не радовать. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.